Польское радио на русском. Сегодняшняя история о смелости и решениях. Мой собеседник Алексей Суханов, когда-то звезда российского телевидения, теперь украинского. О смелости, потому что пошел против путинского режима. О решениях, потому что оборвал все связи с Россией. Слушайте и думайте. Что происходит с Россией? Какой бы диагноз вы поставили вот сейчас нынешней России? Диагноз поставлен был давно, при том, что, мне кажется, она сама себе это поставила еще в тот момент, когда я там проживал. Диагноз — это имперскость, диагноз закостеневший, диагноз забронзовевший, диагноз мутировавший в живые статуи, которые сейчас, как я видел, некоторые записи оживают, и люди обмазываются и ходят в виде этих статуй. Их это возбуждает, им это нравится, доходит до оргазма, измазаться вот этой серебрянкой, изображая там какую-то вот скульптуру такую, да, воина как бы освободителя. Это имперскость. Россия, мне кажется, сейчас находится в состоянии полуразложившегося трупа, потому что ни с чем живым это не ассоциируется, понятно. Более того, система ценностей, если вообще можно говорить о как таковой системе ценностей, она мутировала и деградировала, полностью измазавшие каким-то тоталитарным говном слово «ценность». Понимаете, я вообще считаю, что сейчас говорить о России должны выключно психиатры или ученые, вот я забыл это слово, которые изучают эволюцию человечества. Все остальное это просто ну, Орел, мне кажется, в гробу крутится с такой скоростью, что скорость, которая превышает скорость света. Иногда можно услышать, особенно, ну, все равно есть какая-то антивоенная прослойка, которая уже приспособилась к жизни, да, и иногда можно услышать: нет, это не наша война, это война Путина, это любит говорить и российская оппозиция. А как вы считаете, это война Путина или все-таки война россиян против Украины? Вот вы сказали ключевое слово «приспособились». Вся российская оппозиция — это приспособленцы. И я объясню почему. Единственный путь выхода из состояния россиянина — это избавление от синдрома имперскости. Когда ты начинаешь уважать права каждого вне зависимости от статуса, от возраста, от профессии, от места жительства, от уровня дохода, от любых других факторов, когда ты становишься человеком, который знает, что воровать — это непозволительно, что поуважать собственность другого — это и есть святое. Вот тогда ты становишься человеком и автоматически выздоравливаешь, избавляясь от россиянина в себе. Понимаете? Потому что россиянин, да, для меня это синоним неадеквата. Это синоним неадеквата. Потому что по одной простой причине: нельзя оставаться под тем флагом, нельзя оставаться с тем паспортом, если ты человек.
Ну, нельзя. Если ты себе носишь тот паспорт, если ты остаешься под тем флагом, если ты работаешь там, как бы ты ни разделял эти, значит, подходы так называемого русского мира и нового путинского мира, ты все равно, ты работаешь на него, даже налогами своими. Понимаете? И это как раз приспособленчество. А приспособленец – это не личность. Приспособленец – это не человек, это существо. Именно поэтому я и говорю, что россияне – это то же самое, что терроризм, экстремизм, война, геноцид. Только так. Но те, кто нас слушает, могут привести примеры и такого человека, как Скобов, да, который в суде каждый раз подчеркивал, говорил всю правду, ту, которую, собственно, о которой вы сейчас говорите. Или Дарья Козырева, если не ошибаюсь, фамилия, да, которая повесила плакат на памятник Шевченко и тоже сейчас получила большой срок. Это тоже россияне. А как бы вы их ну вот эту ситуацию, как много таких россиян? Я не знаю, я, слава богу, этим вопросом не занимался, я их не пересчитывал. По одной простой причине. Мне это совершенно неинтересно. Вот совершенно неинтересно. Мне неинтересно, как будет развиваться, а точнее деградировать, отрицательно развиваться, как они любят говорить, Россия так называемая. Что с ними будет? Как они будут барахтаться или дальше деградировать? Мне это наплевать на это совершенно. Знаете почему? Потому что у меня одна единственная жизнь. Я выбрал жить свою жизнь среди людей, которые знают, что такое свобода, которые знают, что такое независимость, которые знают, что такое мудрость, которые знают, что такое честь. И все эти понятия объединены одним словом – украинцы. Приведите мне хотя бы один пример с истории так называемой России. Возьмите любой период исторического ее существования. Не хочу говорить развитие, существование, потому что это не развитие, это существование. И вот любой, вы не найдете такого. Вы не найдете такого периода в истории существования России, как оформленной территории так называемого государства. Не найдете. В Украине на каждом этапе своего развития это проявление свободы, свободолюбия. Поэтому рабской России и рабам, россиянам Украина как кость в горле. Понимаете? Россиянам учиться нужно у украинцев. Россия завжди всегда во время Советского Союза, во время Российской империи она давила. Она пыталась уничтожить украинство, потому что оно мешало. Мешало. Понимаете? Оно как красивый цветочек в запущенной квартире, где пахнет, воняет неизвестно чем, где плесень, гниль, где все прогнило, маленький цветочек расцвел. Конечно, они смотрят на это как на какое-то непонятно что, даже не на чудо какое-то, а на непонятно что они смотрят. Они не понимают, что это такое, потому что мозги, совращенные рабством, имперскостью, пропагандой. Я благодарен Богу, что у меня в жизни появилась Украина, то произошло это знакомство, по-моему, в 2010 году. Потом в 2012 я начал здесь работать, в 2014 я эмигрировал. Я благодарен Богу, это величайший подарок судьбы. Величайший подарок судьбы. Если бы все эти больные люди, которые населяют Россию и которые до сих пор фантазируют
относительно развития и перезагрузки и какой-то модернизации России оказались в Украине, не приведи Господи, конечно, тут мусор не нужен, они бы поняли, что такое жизнь. Поняли бы. Но они далеки от этого. Им никогда здесь не быть. Никогда. Потому что Украина и Россия – это разные вещи. Украина никогда не должна быть ни в союзе, ни в сотрудничестве, ни в каком-то очень хорошем расположении отношений с Россией. Никогда. Потому что Россия – это путь в никуда. Вы меня, Лорочка, спросили относительно тамошней оппозиции и сколько там тамошних оппозиционеров. Я не считал, я вам сказал. Я не уверен, что в них тоже нет синдрома вот этой имперскости. Понимаете, это ключевой момент. Это ключевой момент. Уж сколько вы знаете, давайте так, Цветаева, по-моему, да, еще у меня есть остатки прежней жизни. Цветаева, по-моему, написала: уж сколько их упало в эту бездну, разверстную вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. То самое главное — избавиться вот от этого фактора имперскости. Я не знаком с теми людьми. Я не знаю. Я не знаю, насколько они избавились от этого. Я просто знаю, что а, чужое есть чужое, что когда ты на чужой земле куда-то приехал, ты должен уважать традиции истории, потому что когда к тебе приходят, ты же хочешь, чтобы тебя уважали, ты хочешь, чтобы в твоей квартире, в твоем доме не грязнили, ты хочешь, чтобы вели себя воспитанно. Так и ты должен так себя вести. Но они ж так себя не ведут. Они ж так себя не ведут. Ну про что можно говорить? Послушайте. Я вот, знаете, я вам могу сказать, вот это вот, вы будете вырезать вот это, когда монтировать, вы вот эту фразу обязательно оставьте. Я вам, вот то, что я сейчас вам скажу. Я согласился на этот разговор, Лорочка, только ради вас. Потому что я вас люблю, я вас уважаю. А так, что касается, все, что касается России, россиян, мне совершенно неинтересно. Вот если бы это были не вы, я бы отказался. Потому что я их давно послал за русским кораблем. У меня вопрос такой. 24 февраля 2022 года вы принимаете для себя непростое решение. Во-первых, вы остаетесь в Киеве. Во-вторых, вы вступаете в ТРО, территориальную оборону. Во всяком случае, об этом пишет Википедия. И как тяжело, легко, как вообще далось вам это решение? И как вы, если бы ситуация все-таки для Киева обернулась не так, как она обернулась, вы готовы были стрелять, собственно? Вы готовы были использовать автомат по предназначению? Значит, я сразу вам хочу сказать, так, я остался в Киеве, я никуда не собирался ехать, я даже не рассматривал для себя такую идею, такой вариант. Хотя были у меня друзья и подруги, которые ехали и приглашали меня настоятельно. Я говорю: нет, я никуда не поеду. Киев я люблю, я тут живу, куда я должен ехать? Так, я записался в территориальную оборону, в которой я был 3 месяца. Я очень хочу, чтобы не было вот тут каких-то, знаете, манипуляций, потому что я был там и ходил на дежурство только в течение 3 месяцев. И любые сейчас воспоминания о том, что я 3 месяца провел в территориальной обороне там с марта месяца 22 года, я считаю это неэтичным. Почему? Потому что те наши защитники, которые с этого времени и до сих пор на передовой, вот про них надо говорить. Я никакого подвига не совершил. Лично я. Совершают подвиги они. И тех, которых уже, к величайшему сожалению, нет, и светлая им память навсегда, и те, которые до сих пор там стоят. Вот перед ними я преклоняюсь
и буду уважать их, ценить и преклоняться до последнего своего вздоха. Вот, с этим вопросом мы закончили. Относительно того, как бы развивались события, я не поклонник, я не поклонник там гипотетических разговоров, но я могу сказать, что да, я отправил бы, конечно, я думаю, своих близких, тех, кто мне близок и родной, они бы уехали бы, это абсолютно точно. Я бы остался, и я бы стрелял. Да, я бы стрелял. Хотя я не представляю, как это убивать людей. Людей нельзя. А тот, кто приперся, и тот, кто убивает убийц и преступников, нужно. Нужно убивать. Нужно чистить этот мир. Убирайтесь восвояси. Ходите, если у вас такая хорошая Россия, ходите там. Боже! Гордитесь, пожалуйста, наслаждайтесь, оставьте в покое нормальных людей. Мы обещаем, никто вам не будет завидовать. Никто вам никогда не завидовал, дорогие наши. Никто никогда вам не завидовал. Наслаждайтесь, никто вам не будет мешать. Просто нормальных людей и мир оставьте в покое. Идиоты вы, тупые. Ну, просто бесят. Я говорю, психиатры должны только с ними, как его, разговаривать. И ученые из музея дарвинизма. Алексей, а вы пытались, я знаю, эта тема больная для вас, ваша семья, вы с ней не общаетесь 3 года. Вы пытались им сказать, и какой ответ вы слышали от них? Я ничего не пытался сказать после известной фразы, я об этом несколько раз уже говорил. Мама позвонила: давай возвращайся домой. Я сказал: если ты ничего до сих пор не поняла, то я тебе повторяю, мой дом тут. После этого я совершенно не возвращался ни к разговору, ни к каким-либо попыткам созвониться, потому что все было мне абсолютно понятно. Вы Зачем? допускаете Ну, понимаете, у меня своя жизнь. И это моя жизнь. Я ее должен прожить, я ее должен пройти. Это те решения, за которые я отвечаю. Не кто-либо. Это я должен принимать это решение. Не кто-либо должен принимать эти решения. Я их принимаю, я за них отвечаю. Все очень просто. Почему я должен жить какими-то советами или вот все? Вот это очень любят, кстати, там, в России. Ну, у нас тоже, кстати, хватает таких в Украине. Ну, как же мама? А как же семья? Послушайте, дорогие мои, вы все поражены вирусом православия, церкви, выцерковленности. Вот, выцерковленности. У вас есть жизнь, вам ее Бог подарил. Вы должны эту жизнь прожить, вы должны пройти свой путь. Свой путь, не путь мамы, папы, своих родственников, семьи. Вы должны пройти свой путь. И если ваши ценности не совпадают с ценностями мамы, папы, дедушки, бабушки, сестры, брата, дочери, сына, тети, дяди, идем дальше, там еще кто-то, наверное, есть, там свахи, свата, ну, різноманіття, разнообразие всего, то значит вам с ними не по пути. Вы никогда не должны прогибаться под чужое мнение, потому что, прогибаясь под чужое мнение, вы убиваете в себе личность, вы перестаете быть человеком, вы перестаете жить своей жизнью, а это величайший грех. Это величайший грех. Церковь, русская православная церковь в частности, вывернула все наизнанку. Если вы до сих пор не поняли это, то, пожалуйста, услышьте. Вот почему как важно, чтобы мозги работали. Вот почему важно не снимать лапшу с ушей и есть ее, а думать и ставить себе простые вопросы. Почему? Как это? Зачем? Кто? И с какой целью?
Понимаете? Поэтому мне плевать. Я живу свою жизнь. Знаете, Амар Хайям в своем произведении «Рубаи» сказал, что пудра жизнь прожить, знать надобно немало. Два правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вот вы сейчас с Китаем дружите, ну, Рубаицы же не Китай, но все равно это же все равно та часть нашего земного шарика, континента нашего. То прислушайтесь, пожалуйста, к восточной мудрости. Прислушайтесь. Не зря люди жили. Люди жили не так, как вы, чтобы есть и вживать пропаганду. Люди жили мысля, оставляя свои мысли, наработки, чтобы мы этим пользовались. Чтобы не шли в обход, а шли напрямик, уже зная чьи-то ошибки и зная определенную философию, мысли, рассуждения и плод этого мысленного процесса. Понимаете? А вы этим пренебрегаете. Поэтому вы остаетесь дураками. И культура ваша, кстати, построенная абсолютно на воровстве. А что такое воровство? Воровство, во-первых, это плохо. Во-вторых, воровство – это не плод твоего труда, проработки, опыта и чего-то такого очень позитивного. Вы взяли, чуть-чуть подчистили, подфарбовали, и кажется, что это вот ваше. Вы ничего не создали своего. Вы ничего своего не создали, понимаете? Все ваши хиты Александра Пахмутова, все, абсолютно все Пахмутовой, которая возведена у вас в ранг легенды, сворована. Она воровка. Ваша Пахмутова воровка. Широка страна моя родная. Ваш гимн из, по-моему, фильма «Весна», по-моему, да? Или что-то такое. «Волга-Волга», по-моему. Своровано. Чунга-чанга. Песенка из детского мультфильма, на котором тоже я вырос. Своровано. У вас все своровано. Вы ничего не умеете. Ваша страна не изготавливает даже гвоздей. Это, кстати, откровенно признала спикер Совета Федерации Матвиенко. Вы даже гвоздей не изготавливаете. Какой-то идиот, дурак снял рилс, где он уничтожает старый раритетный BMW. Старый раритетный BMW он уничтожает. Идиот. Мог бы продать и купить бы себе новые трусы. Вместо старых уже поношенных. Идиот. Вы даже это не можете понять. А на чем ваши Путины, Шойгу, Матвиенки ездят? На чем? На чем? Даже бы если бы они ездили на Волгах, это все равно сворованное все было. Дизайны все сворованные. У вас ничего своего нет. Ничего. У вас из своего только отсутствие мозгов и голые и пропаганда, в которую вы верите.